Да, кто хочет поставить перед собой, да, цель сбросить вес, да, или же там форму набрать, рельеф, я имею в виду, не массу. И ребята, кто занимается, да, боксом, я рекомендую все силовые упражнения делать в темпе. То есть даже если это упражнение на силу, то есть, да, с большим весом, все равно стараемся его сделать, ну, как можно больше раз в подходе, да, и не задерживаться, да, как можно быстрее, чтобы не терять скорость, да, не закрепощать мускулатуру. Вот сегодня покажу упражнение, выброс гантель, да, как оно правильно делается, и желательно делать все упражнения в суперсете, то есть не 4 повторения по 15 раз, а лучше сделать 4 повторения только с суперсетом 2 и 2, то есть я делаю так, я делаю, допустим, 25 повторений, да, сегодня маленький вес, 6 килограмм, еще буду показывать. Вот делаю, новичкам вообще рекомендую с небольшого веса начинать, там максимум 3-4 кило, лучше 3, да, чтобы понять технику. И сегодня я продемонстрирую, как я делаю силовые. Я именно конкретно гантелями плечи я покажу. Может, еще какие-то упражнения, я не знаю. Потом будут они, позже я выложу их. Но конкретно сегодня вот будет плечи, да. И я его делаю суперсетом. Я делаю 25 раз, 15 секунд отдыхаю и становлюсь, делаю еще 25 раз. Вот это мои рекомендации тем, кто занимается боксом непосредственно. Да, и ребятам, которые хотят рельеф, потому что если вы будете делать медленно и будете делать большим весом, вы получите массу. Вот. Так что показываю, как делать. Сначала рассказываю, мы подсаживаемся ножками. Ножками чуть-чуть подсаживаемся, это где-то 75 градусов, вот так. У нас, кстати, да, здесь ноги сразу будут в этом упражнении. Подсаживаемся, делаем вдох и выкидываем гантельки. Это делаем быстро. Вот в таком темпе примерно, то есть не задерживаемся, не медленно, не высовываем, а выкидываем. Да, еще раз повторюсь, это упражнение на выносливость, на рельеф, да, не на массу. На массу, если кому интересно, я могу объяснить, как делать на массу. Это уже пишите там под видео, да, задавайте вопросы. Вот, сегодня делаем мы на упражнение на выносливость, или же это упражнение техника его выполнения для людей, занимающихся боксом. Подсаживаемся, делаем вдох и на выбросе делаем выдох. У нас гантельки не прямо над головой, а чуть-чуть 75 градусов вперед. Все, я 15 секунд отдыхаю и делаю еще один повтор, это суперсет будет. А вот уже между суперсетами минута, можно минута. Но если же это, еще раз повторюсь, упражнение будет рассчитано на массу, конкретно и силу, то там другая структура упражнения. Вот, это выносливость и без потери скорости для боксеров. Я делаю суперсетом. Ребятки, тренировки онлайн, подписываемся, приходим заниматься. Вот и сейчас покажу второй подход. В суперсете с двух частей состоит. Упражнение с двух подходов, суперсет.
Вот такое упражнение, оно для удара полезно. Если его использовать как общеукрепляющее, да, то выносливость, рельеф. Для рельефа, для выносливости как раз вот рекомендую супер. Делимся эфиром. Упражнение, да, для тех, кто хочет, не теряя, да, скорости, не теряя реакции, да, не закрепощая мускулатуру, да, развить, сделать силу удара, да, удар сильнее и добавить в мощи, в силе, да, это выброс тоже. Раньше делали штангой, все знают, я думаю, кто начинал тренироваться в 90-х годах, в начале 2000-х, выброс штанги. Вот. Я рекомендую делать это гантельками, чтобы работала каждая ручка, забивалась. То есть, потому что когда вы берете штангу и работаете штангой, то у вас перекрывается. Если эта рука слабее, то ее замещает сила других мышц. Да? Когда вы берете в каждую ручку отдельно гантельки, то вы укрепляете и развиваете каждую сторону отдельно. Это полезно для, соответственно, у людей, у кого слабее правая или же слабее левая, да? Чтобы улучшить силовые показатели. Вот сейчас тоже буду показывать суперсетом это упражнение. То есть мы делаем 75 градусов, и следующее упражнение прямые, да, выброс прямо будет. Гантелек. Вот. Принцип тот же самый. Делаем вдох и сюда выброс. Вот. Тоже суперсетом. Вот я делаю уже давно такие упражнения, которые идут на удар. Если я их делаю с весом, я их всегда делаю быстро. Ну, если кто только начинает, выучите технику. Потом будете делать быстро. Быстро, если вы только начинаете, быстро не надо, надо правильно делать. Лучше килограммовой гантелькой, но сделайте это правильно. Но я делаю быстро это, да, чтобы не было ни крепатуры, не забивались мышцы, да, то есть я работаю в том же самом направлении, как и бокс, да, то есть все упражнения, они идут на скорость, не теряя, чтобы ее не терять. Вот. Ну, соответственно, кардио, выносливость, да, если это обычный человек возьмет и гантельки повыкидывает вперед, а не над собой, тоже это упражнение на выносливость, на рельеф. Вот, второй подход делаю. Вот. Это суперсет для удара, для прямого и на силу общую, неважно, не прямой, не обязательно, для любого, просто для удара. Вот. Эти два упражнения я рекомендую как основные, да, для тех, кто занимается боксом, общеукрепляющие, естественно, для разнообразия тех, кто занимается другими видами спорта, да, силовыми. Вот.
И еще раз сделаю акцент на том, что я делаю штангой, да, но я рекомендую, если хотите один подход сделали штангой, там 10-15 килограммовой, да, следующий, либо же суперсетами сделали гантельками, потому что когда вы делаете штангой, весь организм помогает той части тела, да, той мышце, либо же работает в том направлении, где слабо, да. Вот оно замещает, поэтому вы, если у вас левая рука слабее, вы не сможете ее развить, делая закрытое, да, упражнение. То есть это называется закрытое, когда вы штангой работаете, работают все мышцы, все тело. То есть, может быть, правая икра ноги будет вам замещать эту нехватку. Ну, то есть логику поймите, да. Поэтому я рекомендую, кто хочет развить действительно, использовать это для силы удара, да, то пробуйте с гантельками. Вот, кому пригодилось это видео, ребятки, кто узнал что-то новое для себя, либо же хочет начинать заниматься, да, подписывайтесь, приходите, рекомендуйте, ставьте лайки, комментируйте. Да, то, что надо, подскажу. Бодибилдинг, легкая атлетика, бокс, борьба. Вот, задавайте вопросы, не стесняйтесь.